Дорогие друзья, всем доброй ночи. Я вам дарила много исцеляющих заговоров, э, шепотки для здоровья, заговоры для здоровья, отдельные ритуалы для определенных случаев, связанных с болезнью человека. Исцелить ребенка. Есть у меня целая серия заговоров и ритуалов, которыми, кстати, многие пользовались. Да и вообще всеми этими работами многие пользовались и очень довольны, потому как это как скорая помощь. Хочу вам сказать, что если у вас серьезная болезнь, конечно, не стоит тянуть и нужно идти к врачу, потому что доктор должен посмотреть, понять, что у вас происходит. Но этими заговорами вы можете просто приблизить быстрое выздоровление, усилить эффект от лечения. Вот такой, да, необычный такой подсвечник, камень, энергия камня. Мне всегда нравились такие подсвечники. Попросила, вот Яна нашла камень, причем с такой дыркой посредине, как специально. Энергия живого камня. В древние времена как раз вот на такое ставили подсвечники, и весьма красивые были алтари, природные алтари. И вот решила сделать такой красивый природный алтарь. Буду использовать впредь камни просверленные. Правда, еще нужно определенные такие манипуляции делать с камнями, но пока это пускай так более-менее пристроила. Так вот, хочу вам подарить серию целебных заговоров, так и назову, потому как очень много различных названий у меня, чтобы они отличались. Хочу вам сказать, что вы это можете провести для себя и для своего ребенка. Ну, ребенка маленького, сколько там лет, до 15-16 лет можете провести для детей, потому как в это время у вас особенно сильная связь с ними. Итак, давайте начнем, потому как здесь долго, чтобы нас хватило памяти. Хочу вам сказать, что серия этих заговоров и ритуалов будет продолжена, потому как болезней, к сожалению, человеческих очень много. И они все требуют определенного лечения, исцеления, облегчения и прочее. Итак, от глазной боли. Если у вас глазное давление или постоянно болит глаз, или воспаляется, вот для себя и для ребенка. Можете для себя это провести, можете на ребенка начитать, но нужно как бы на воду начитывать 6 раз. Потом этой водой смыть глаза. И остальную воду использовать, как бы смыть лицо. Воду выливать нельзя. Нужно это все использовать. Поэтому возьмите там, например, 100 грамм воды, чтобы это все использовать. Начитайте на воду 6 раз и протрите глаза и лицо. Можете несколько раз в день, пока краснота сойдет, боль пройдет, и так вот постоянно. Сразу снимает усталость, снимает воспалительный процесс в глазах, если постоянно у вас есть воспалительный процесс. Ну и у ребенка, соответственно, каждый раз не буду повторять, что это можно и своим детям начитывать. Итак, шел леший по лесу на черной медведице. За ним 3 духа шли. Первый дух око лижет, второй дух око врачует, третий дух боль забирает. Немного отвлекает меня такой вот огонек, игра очнула. А Вселенная им в этом помогает. Заклято. Еще раз. Шел леший по лесу на черной медведице. За ним 3 духа шли. Именно шел, не ехал, потому что в древней традиции заговоров на медведице шел, на коне шел, говорили шел. Это потом уже пришло слово ехать.
Изначально это именно вот так и называлось шел. Поэтому так я и составила. Это просто хочу объяснить, что это не ошибка. Это намеренно допускается такой термин. Еще раз. Шел леший по лесу на черной медведице. За ними 3 духа шли. Первый дух око лижет, второй дух око врачует, третий дух боль забирает. А Вселенная им в этом помогает. Заклинаю. Потому что если это живая плоть, то есть живое существо, лошадь или медведица, в некоторых регионах России говорили шел. Шел на коне, шел на медведице и так далее. И соблюдая эту традицию, я составила именно вот в этом стиле. Далее. Если у вас болит сердце, если постоянно болит сердце, колет, ну, может быть, у вас сердечные боли, да, может быть, вы сердечник сам по себе, может, у вас были инфаркты, может, у вас были какие-то операции, чтобы сердце всегда функционировало, и в момент, когда прижимает, болит, и вы боитесь за это, начитывайте на воду, и эту воду пьете. Начитывать нужно 9 раз. Как читать на воду? Так, чтобы прям вот дыхание касалось воды. Это и есть начитать на воду. Но если у вас, не дай боги, ребенок страдает подобными болезнями и сердечной недостаточностью и так далее, ну, естественно, читать для ребенка каждый раз, когда у него там, может, он нервничает, аритмия начинается, может, он плохо себя чувствует. Постепенно ваше сердечное состояние придет в норму. Но лечение не бросаем, естественно. При таких болезнях заговоры и шепотки только облегчают этот момент. А, в принципе, человек должен лечиться. Это тоже не забывайте. Итак, читаем на воду. Святая источника, Мариана помощница. Источница, извиняюсь. Святая источница, Мариана помощница. Ты берега у реки смываешь, пески уносишь, очищаешь, камни точишь. Излечи, матушка Мариана, сердечко, прогони боль, усмири хворь, да будет так. И выпить всю воду, 9 раз читать. Святая источница, Мариана помощница. Ты берега у реки смываешь, пески уносишь, очищаешь, камни точишь. Излечи, матушка Мариана, сердечко, прогони боль, усмири хворь, да будет так. От боли в желудке. Если у вас, гастрит или повышенная кислотность, или желудок плохо работает, плохо переваривает пищу, тяжесть постоянная, изжога и прочее, зажигайте черную свечу, начитывайте 13 раз, как скороговорку, и оставляйте догореть. После чего просто выкидывайте. Ничего не нужно делать. Итак. Пламя черное, сажа черная, свеча черная. Будь же ты черная для благого дела. Черным пламенем, черной свечой выжигаю скверну изнутри. Выйди вон, болезнь, из моего желудка, истинно. Пламя черное, сажа черная, свеча черная. Будь же ты черная для благого дела. Черным пламенем, черной свечой выжигаю скверну изнутри. Выйди вон, болезнь, из моего желудка, истинно. Если у вас ноги болят, или если у вашего ребенка болят, берете вот так ладонь и угрожающе вот к тому месту, где болит. Может, варикоз у вас, может, опухают ноги, все время болят. Вот прям как будто вот готовы ударить. Вот так вот держите над местом, которое болит, угрожающе вот так вот ладонь, что сейчас дадите пощечину.
И читайте столько раз, пока боль не пройдет, не утихнет. Обычно утихает после 3-4 раза. Хворь Хворевна, боль Болевна, я тебя не пугаю, я тебя не шугаю, только прочь прогоняю. Али сама уйдешь, али огнем сожгу, так и знай. Потому сгинь, боль, исчезай, заклято. Хворь Хворевна, боль Болевна, я тебя не пугаю, я тебя не шугаю, только прочь прогоняю. Али сама уйдешь, али огнем сожгу, так и знай. Потому сгинь, боль, исчезай, заклято. И вы заметите, как постепенно начнет уменьшаться. Прям такое ощущение, как будто, знаете, обезболивающие дали, как начнет неметь сначала, потом холодеть, и постепенно вот эта тяжесть с ног снимется. Если у вас головная боль, или у ребенка головная боль, неважно, проводите правой рукой вот над тем местом, где болит. Вот так вот проводите вот все время, как будто бы ласкаете голову прям вот. И читайте. Опять же, столько раз, пока боль не пройдет. У ребенка болит голова, нашептывайте, вот так лаская голову, назад, вот со лба назад, вот таким образом. Начитывайте, пока боль не пройдет. Опять же проходит после 3-4 раза чтения. Но вы начитайте уж до конца, добейте эту ситуацию. О святая рука матери Дану, которая богов в колыбели качала, пусть смоет с меня чемерок. Темочка, не боли, мозг, огнем не гори. Огонь, отступись, сейчас же отойди, заклято. О святая рука матери Дану, которая богов колыбели качала, смоет с меня чемерок или смой с меня. Темечко, не боли, мозг, огнем не гори, огонь, отступись, сейчас же отойди, заклято. Если у вас язва желудка или... Ну, в принципе, у детей язва желудка – это очень редкая вещь. Это должно быть внутриутробное какой-то вирус, заражение, чтобы ребенок родился такими с малых лет, имела такие проблемы с желудком. Ну, если есть, значит, для ребенка проводим. Но в основном язва желудка начинается после 30 с чем-то лет из-за плохого питания и прочее, прочее. Значит, берете черный узелок, черную материю, сыпите туда муку, грамм 100. Осиновые ветки, штук 6 так, переломить маленькие ветки осины. Черный молотый перец сыпите, можно 1 пачку. Значит, крест-накрест завязали узелок и держите на на животе, где желудок, на том месте. Читайте 6 раз и кидайте в огонь. После этого у вас, если после операции язва желудка начнет быстро заживать, если вы просто соблюдаете диету, у вас еще не до такой степени, обычно язва вырезается, конечно, зашивается изнутри язва желудка. Это очень опасно, потому что если там открывается эта рана, то содержимое выливается в кишечник, выливается в организм, и это очень опасно. Это может отравить организм. И люди обычно, которые терпят язву желудка, в итоге от этой страшной боли умирают. Я вообще не представляю, как можно это терпеть. Вообще боль желудка – это мерзкая боль, а язва желудка – это вообще жуть. Но есть такие люди. Так вот, если после операции или у вас начинающаяся язва желудка, и вам назначили диету, лечение, вот этот ритуал вас несколько раз повторите, очень, может быть, окончательно избавит от язвы желудка. Но не забывайте, есть 3 горла при язве желудка, всякое жирное, острое и так далее. Думая, что ритуал вот сделан и все нормально, это, конечно, большая глупость.
ритуал в этом случае только усиливает эффект, поскольку когда дело касается физиологии человека, заговоры, ритуалы усиливают лечение, улучшают сопротивляемость организма. Одно дело, когда ты порчу возвращаешь из глаз, он может действительно сработать замечательно. Другое дело, когда у тебя физиология, тело. Тело лечат врачи, но заговоры, шепотки должны исцелять и возвращать веру в жизни и привести человека в порядок. Согласна, что в древние времена, да и сейчас есть знатоки, которые лечат, нашептывают очень страшные болезни. Но в любом случае, пока у нас есть возможность, пока медицина вроде бы на высоте, пока, почему говорю, пока она доступна более-менее, нужно все-таки пытаться лечить. А заговоры могут просто помочь усилить эффект. Итак, держите вот этот вот, значит, узелок, прижимайте к животу, к желудку, место, где желудок, начитывайте 9 раз и резко бросаете в огонь. И сверху говорите определенные слова. Сейчас объясню, какие. У нас еще, да, есть еще пока память. Ульяна, Маримьяна. С меня хворь снимите, оторвите, врачуйте, чтобы рана внутри зажила. Кость не ломила, тело не болело, кровь не кипела. 9 раз прочитали? Кидайте этот узелок в огонь и сверху говорите: в огонь бросаю, хворь в огне сжигаю. Опять 9 раз сказали. Это не до конца. В огонь бросаю, хворь в огне сжигаю. Тем моим словам губы и зубы, ключ и замок. Заклято. Еще раз. Ульяна, Маримьяна. С меня хворь снимите, оторвите, врачуйте, чтобы рана изнутри зажила, кость не ломила, тело не болело, кровь не кипела. 9 раз прочитали, кинули узелок сразу в огонь. В огонь бросаю, хворь в огне сжигаю. Тем моим словам губы и зубы, ключ и замок. Заклято. Лучше это провести не в квартире, потому что огонь будет агрессивный, а это опасно. Лучше это сделать на даче или где-нибудь еще, на природе, например. Ну, не в лесу. Оберегайте леса. У нас природа и так изранена этими пожарами. Вздутие называли издревле соночник. Почему? Потому как в основном вздутие происходило, когда перед сном люди наедаются и ложатся спать. Да? И вот оттуда это название болезни так и пришло к нам. Соночник. Значит так, что вам нужно? Чаша с водой, такую миску. Посолите. Возьмите вилку, ножку, ложку и нож. Возьмите банку, маленькую такую. Берете бумагу, зажигаете бумагу, кидаете в банку. И как только бумага сгорела, тут же вот эту банку переворачиваете на эту миску с водой. И нужно поставить на, живот человека. После этого у вас вздутие прекратятся, потому как в основном живот появляется при полноте и прочее, когда вздутие, плохо работает кишечник. Но посмотрите, это еще не все, естественно, половина ритуала рассказал. Если вам неудобно читать, то есть самой себе, то попросите, чтобы вы лежали, а вам, скажем так, эту процедуру кто-то сделал. Вы должны лежать, поставить вот эту миску на живот, и человек будет сверху читать для вас. Но если это ребенок, конечно, вы можете для ребенка провести сами, начитать. Но человек, который должен для вас читать, это должен быть кровный родственник, или мать, или сестра. Подруга не подходит. Женщина из вашего рода, тетка, ладно, кровная. Читать нужно 3 раза. Первый раз эту воду перемешиваете вилкой, читайте.
Второй раз перемешиваете ложкой, читайте. Третий раз ножом перемешиваете вот так вокруг банки. Как только, значит, это начитали, открывайте банку, то есть убирайте банку, и вы должны начать, как вам сказать, нюхать эту воду, то есть поглощать вот этот пар, который пойдет, поскольку вы бумагу сожгли и перевернули. Вы должны, значит, понюхать этот запах, ну, некоторое время, пару минут. Потом уносите, выливайте, вы уже выливаете на землю эту воду и держите потом руку на живот и читаете 3 раза. Отворачиваетесь и уходите. Все, у вас на долгое время вздутие прекратится. И вот эту манипуляцию делайте, ну, часто, пока у вас окончательно не уйдет. Еще раз говорю, миска с водой, маленькая банка, чашка, ой, ты, да что, ложка, вилка и нож. И обычная бумага. Зажгли бумагу в этой банке. Как только бумага сгорела, тут же переворачиваете, ставите вот так вот. Значит, втыкаете в эту миску с водой. Миску нужно положить на живот. Первый раз перемешивая вокруг банки воду вилкой читать. Второй раз ложкой, третий раз ножом. Как только начитали, эту банку снимите сверху, и человек должен понюхать, вот так, держать эту миску несколько минут, вот так там, минуты 2-3, вот так вот, держать и дышать на эту банку, ой, на эту миску с водой. После чего эту миску нужно вылить на землю. Потом, держа руку на животе, 3 раза начитать, отвернуться и уйти. Долгая процедура, но очень эффективная и очень надолго помогает. Итак, читаем. Солнечник, заговариваю тебя, завариваю тебя, изыди, солнечник, из тела белого, из красной крови, не болей, не сверби, не колоти и не пухни. Выйди да изыди, сейчас и в сию минуту. Еще раз. Солнечник, заговариваю тебя, завариваю тебя, изыди, солнечник, из рук, извиняюсь, из тела белого, из красной крови, не болей, не сверби, не колоти, не пухни. Выйди да изыди, сейчас и в сию минуту. Еще раз. Солнечник, заговариваю тебя, завариваю тебя. Изыди, солнечник, да, из тела белого, из красной крови, не болей, не сверби, не колоти, не пухни. Выйди да изыди, сейчас и в сию минуту. 3 раза. Вот, то есть каждый раз. 1 раз уже объяснила, да, вилкой, потом ложкой, потом ножом. После чего воду вылили на землю, руку держа на животе, говорите: ты живот, а не животина. Я человек, а не скотина. Ключ, замок, язык. 3 раза. Ты живот, а не животина. Я человек, а не скотина. Ключ, замок, язык. Заклято. Отвернулись и ушли. Объясню, к чему эти слова. Эти слова к тому, что в основном такое состояние, да, опухание желудка, непереваривание и вообще вот это вот состояние неприятное. В основном у животных, у коров, у свиней и так далее. То есть ты тем самым приказываешь своему человеческому организму не уподобиться животному организму и не перенять вот эти вот болезненные, да, моменты, которые в основном встречаются у животных, поскольку у них там они травоядные, обмен веществ иногда нарушается, и они могут вот так вот пухнуть
Ну или потому как не контролируют свой аппетит и прочее. Все, друзья мои, эти работы можете применить для себя, для своих детей. А я серию, естественно, продолжу. И хочу вам напомнить, что таких лекций, заговоров немало на моем канале. Именно шепотки для здоровья, заговоры для здоровья и прочее. Просто надо искать шепотки, заговор для здоровья. Набирайте «Ведьмина изба». Рядом обязательно выйдут похожие ролики. Всем здоровья и не болейте.